этом видео я расскажу, как можно подготовить цифровую фотографию для работы в живописи, то есть сделать из нее как бы эскиз под живопись. У работы по фотографии есть два недостатка. Во-первых, цвет фотографии, как правило, либо же невыразительные цвета у фотографии, с которой мы хотим написать картину, либо же наоборот, очень яркие, токсичные, часто это касается зелени и синих оттенков. Неживописные оттенки самой фотографии, они влияют на живопись. И второй недостаток – это обилие деталей, особенно это касается фона. Много деталей, новичок не знает, что с ними делать, у него не хватает фантазии как-то обобщить, не хватает просто опыта обобщения, деталировки ненужных деталей, в частности фона. Он застревает на прописывании, тратит много времени. И на первом этапе обучения живописи в помощь приходит обыкновенный Photoshop, мобильный Photoshop для планшетов и телефонов. Работает как на Android планшетах, также и на яблочной продукции. Внизу видео будет описание этой программы, ссылочка. Для примера, нас заинтересовала вот такая фотография. Открываем ее в Photoshop и находим такой фильтр акриловая краска. Вот, работаем с ползунками, подбираем размеры наших как бы мазков, подбирая размер кисти, колебания кисти, длину мазка. Нужно поиграться ползунками, посмотреть, какой результат нас будет удовлетворять, сохранить и уже поработать с насыщенностью. Насыщенность, как правило, лучше добавить фотографии. Насыщенность, температурой можно поиграться на свой вкус, как кто любит, в какой гамме работать. Можно отразить по горизонтали. Затем мы выбираем инструмент рисования эффектов, и здесь можно выбирать, допустим, насыщенность, там яркость, еще какие-то эффекты, и уже дорисовывая нашу фотографию, наш как бы холст отдельными участками, добирая насыщенности, температуры, либо же наоборот снижение температуры. То есть можно проходиться по всему, как бы по всему холсту, по всей фотографии, как бы рисуя эскиз себе уже на свой вкус, усиливая, допустим, рефлексы, тени, утепляя, ну и так далее, и так далее. Вот сейчас насыщенность выбираем и уже какие-то места эскиза делаем более насыщенные, допустим. Вот здесь фон получается более насыщенный, яблочки какие-то в корзине. Да, тут нужно обязательно регулировать размер кисти, ее как бы прозрачность эффектов этих. С этим очень нетрудно разобраться. В этой программе есть обучение, оно встроено в программу. Совсем нетрудно разобраться, за полдня любой, я думаю, разберется. Вот сейчас охлаждение каких-то участков, температурой холодной выбрано на кисти. Вот какие-то места фона снять температуру можно. Но это на свой вкус, то есть у каждого свой вкус. Вот смотрите, какие мазки как бы такие импрессионистические получаются. Такие. И с ними намного проще работать. Уже нет деталировки, остается только цвет какой-то. Особенно это касается фонов. Фон здесь уже просто снимается проблема фона, которая часто ставит в тупик начинающего. Здесь фон – это набор каких-то квадратиков, более-менее цветных, которые уже можно совершенно безответственно набрать. Набрать на палитре и кинуть на холст, не задумываясь. И уже потом отдать основные силы, работу с цветом, работу с центральным объектом, какую-то деталировку уже можно, конечно же, добавить. Кстати, вот такой эскиз, он, как правило, нужен только на первом этапе. Далее он уже просто не нужен. Дальше уже сама картина начинает диктовать. Она просит, что ей нужно. Нужно что-то прописать, либо же нет.
Желательно после первого этапа, после первого набрасывания краски на холст, убрать эскиз и уже продолжать работу самостоятельно. По памяти можно вернуть изначальную картинку, конечно, посмотреть, как там ромашка это устроена, где там какие-то листики, цветочки, как они устроены у яблочка, где, допустим, хвостик или листик, посмотреть. Желательно убирать все это. Стараться опираться на эскиз изредка. А теперь мы видим изначальное изображение на низлежащем слое, выключив верхний. И смотрим, что у нас получается с эскизом. Достаточно яркий. Смотрим в перспективе его, как у нас будет выглядеть картина, все ли нас устраивает в ней. Я думаю, вполне можно пускать под живопись сразу же. Даже если и точно повторить эту картину, она будет очень нарядно смотреться. Единственное, конечно, нужно учитывать, что экран светится. Нужно обязательно, если дальше продолжать работу, не печатая изображение, а работать с экрана, допустим, того же планшета, нужно убирать ползунок яркости где-то в серединное значение, так как когда экран светится, краски получаются нереально светящиеся, и то есть нужно сравнять шансы экрана и, собственно, нашей палитры, красок нашей палитры. Смотрим наше первое изображение, пересыщенное деталями, изначальное изображение, и изображение, которое у нас получилось в результате нашей 5-минутной работы. Вполне себе такое нарядное изображение. Кстати, с ним можно не только это вытворять, там вы разберетесь, еще можно очень много всяких примочек есть в этой программе. Программа, несмотря на то, что это мобильная программа, она очень мощная, шустрая, быстрая и достаточно с хорошими возможностями. Цена ее около 300 рублей, она стоит каждой своей копейки. Это очень хорошая программа. Кстати, в фотошопе для персональных компьютеров такого фильтра нет акриловой краски. Есть фильтр масляная живопись, так называемая. Что-то она скучновата. Масляная живопись, как-то она не очень мылит, вообще что-то не очень понятное. Единственное, там есть фильтр шпатель, так называемый. Он более-менее похож на работу мобильного фотошопа с фильтром акриловая краска. Более-менее какое-то сходство есть. Также поработать, подобрать можно размер мазка, сглаженность, деталировку. И когда вас это будет удовлетворять, сохранить и уже потом дальше поработать с цветом этой фотографии, перекрутить ее, если нужно. Аналогично то, что я показывал минутой ранее на мобильном фотошопе. Теперь еще один пример. Допустим, такая у нас работа стоит. Она пасмурная. Как видим, такая, сюжет хороший. И, допустим, нам хотелось бы сделать из нее картину, но более что-то веселое. Также открываем его в нашей программе, переворачиваем, чтобы солнышко было слева. Выбираем фильтр акриловая краска. Также играемся с ползунками, выбирая подходящий размер мазка. Здесь насыщенность я подогнал. Температуру. Уже и солнце появилось. И той же кистью эффект можно отдельные участки либо же утеплить, либо же добавить насыщенность. Можно, кстати, цвет менять этой кистью. Здесь я показываю самое основное, самое простое, что можно сделать в этой программе. Какие-то участки мы подбираем, рисуем картину предварительно, делаем предварительную живопись, выделяя центр цветом, контрастностью. Контрастность бывает, кстати, не только тональная, но и цветовая, то есть выделяя важные моменты цветом, а ненужные места приглушая. Фон можно делать не такой яркий, как ключевые объекты картины. Так, допустим, нас что-то удовлетворило. Я так вкратце это, конечно же, делаю. Обрезаем по размеру холста
какие нам нужны. Вот смотрим, мазочки такие достаточно любопытные, интересные. Уже нам ничего не мешает просто приступать к такому импрессионистическому методу живописи прямо сразу. Так, вот еще раз смотрим один вариант. Можно не обязательно фотографию брать, можно взять видео, любое видео в YouTube, там где-то еще свое видео с отдыха, и на компьютере, ну или в том же планшете сделать так называемый скриншот, то есть снимок экрана. На том же яблочном планшете это делается одновременным зажатием кнопки Home и кнопки выключения. Вот так он щелкает, и фотография сохраняется у вас в фотопленке. Да, и вот я хочу еще представить одну программу. Программа Glaze. Она, к сожалению, работает только пока что на Apple-овской технике, то есть на планшетах и телефонах. Стоимость ее, по-моему, около 190 рублей, но есть и бесплатная, урезанная версия, но там все фильтры нужные нам существуют. Вот открываем нашу фотографию и применяем к ней фильтр. Некоторые фильтры очень интересные. Вот есть, это и в бесплатной версии этой программы, есть фильтр, который имитирует практически масляную живопись, вот такую пастозную, интересную, грубую. И причем в очень хорошем качестве. То есть из маленькой, маловесящей фотографии, буквально превьюшки какой-то, можно сделать очень большой холст. Этой программе нужны только пиксели нашего цвета. Дальше он из нее сам делает математическими методами вот такую вот практически картину. Вот смотрим галерею фильтров. Их можно выбирать. В этой программе также есть обучение, курс обучения какой-то небольшой, и в ней несложно разобраться. Тут есть случайные фильтры и так далее, так далее. Можно достаточно интересные результаты увидеть, но мне понравилась только работа несколько фильтров масляных, которые имитируют масляную живопись. Вот, и мы сохраняем ее в фотопленку. Как видите, из нашего изображения получается 4000 на 3000, то есть более 12 мегапикселей. Это из любого изображения можно сделать очень большую фотографию, качественную, как бы перевод такой в масло. Вот, это что касается Glade. Но вот мы открыли наш скриншот в Photoshop мобильный, и по нашим же алгоритмам также делаем, открываем фильтр акриловая краска, насыщенность добавляем, подготавливаем также эскизик под живопись. Вот играемся с насыщенностью, делаем солнце, добавляем побольше, жаркий день делаем. Живопись, она, как правило, более насыщенная, чем фотография, то есть можно смело поработать с насыщенностью. Вот также делаем размер изображения. Вот с помощью инструмента лассо выделяем какие-то объекты, можно выделить, стушевать края и, допустим, утеплить эти участки. Но, в принципе, все это можно делать одним инструментом. Инструмент вот этот вот кисть, эффект кисти, по-моему, так он называется. И точно так же вручную порисовать. Разумеется, нужно залезть в настройки кисти и установить и размер ее, и насыщенность, то есть прозрачность эффекта. И поработать на картинке, то есть, допустим, рефлексы, тени. Все это что-то усилить, что-то что-то ослабить, что-то охладить, что-то сделать горячим по своему вкусу. Да, вот также еще вернемся к Glaze. Допустим, фотография. Открываем простецкий натюрмортик. Смотрим, как переводит наша программа фотографию практически в живое масло, в масляную живопись. Достаточно детализированную картину. Сняла нам немножко проблему задника, детали, перевела в мазок, просто мазок краски. То есть достаточно интересно. Вот уже прям даже мне хочется взять кисть и повторить эту работу. Да, можно насыщенность набрать. Вот из галереи случайных фильтров в этой программе просто листаю, там что-то можно найти интересное.
Да, вот так, когда купил эту программу, я вот из этой фотографии на волне вдохновения сделал вот такой вот эскизик и повторил маленький этюдик вот такой вот уже на холсте. Вот эта работа в масле уже. Результат в масле. Так, вот что еще можно сделать вот с такой обычной фотографией. Казалось бы, обычные ирисы, фон какой-то некрасивый, то есть не живописный как бы. Тут смотрим уже работу со слоями. Открываем Photoshop и добавляем слой фактуры, так называемый. Вот выбираем фактуру, любую. Можете подобрать, накачать в интернете фактур разных интересных. Можете масляных фактур, можете гранжевых, всяких, каких угодно. Главное, чтобы разрешение было более-менее большое. Вот, меняем, ставим наверх изображение ирисов на слой с ирисами сверху и заменяем цвет. Меняем цвет, выбираем инструмент замены цвета, выбираем, вот, допустим, темный такой, и подбираем пример цвета, ставим его прозрачным. С этим несложно разобраться, вы попробуйте, это очень просто. Делаем прозрачный, и как бы у нас через этот слой, который исчез, прозрачный, замены цвета, виден нижний слой, слой нашей фактуры. Вот, заменился только вот этот темный цвет, темно-зеленый. Все остальные цвета как бы остались у ирисов. Вот, опять замена цвета, выбираем. Да, обязательно поиграйте с порогом, вот этим вот ползунком порога. Вот, смотрим, что у нас получилось. То есть у нас практически зеленые оттенки верхнего слоя исчезли, а остались как бы только сами цветы. Ну и, естественно, нижний слой, который не тронут. Да, слои в этой программе можно представить как картины, написанные на стекле. И картины на этом стекле можно делать прозрачными, какие-то отдельные участки делать прозрачными, либо же как-то трансформировать. Менять эти слои местами. Можно использовать много слоев, 5, 6 и так далее. Аналогия простейшая, просто как картины, написанные на стекле. Вот, объединяем слои в один слой. И теперь уже можно работать с насыщенностью, как угодно. Вот температуру можно добавить, кому как нравится. Вот такая достаточно абстрактная можно работу сделать. Вот формат подобрать оптимальный. Да, повернуть, посмотреть, может быть так интереснее. То есть вот от изначальной картины у нас практически ничего не осталось. Осталась только идея. Идея каких-то цветов. Вот еще можно наложить какой-нибудь фильтр, какой-нибудь слой. Вот заменяем, ставим его сверху, меняем прозрачность этого слоя. Вот можно обвести важные вещи, растушевать и инвертировать. Ну, это вы потом сами разберетесь. И уже вот это вот выделенные места, чтобы не заслонялось важных мест, можно поработать с ползунком прозрачности, посмотреть, может, какие-то результаты, поискать интересные результаты, интересные решения. Напомню, это можно не только гранжевое что-то, можно живописные какие-то слои делать, слои живописи, там, что угодно. Фотографию своих картин загнать как слой. Будут очень интересные результаты. Так, вот объединяем слой. Объединяем слой. Да, кстати, вот можно посмотреть, как это будет с фильтром акриловая краска. Достаточно интересно, можно вот так под живопись таких вот полуабстрактных цветов. Вот, кстати, на примере вот таких вот цветов ирисов я сделал вот такой вот эскизик, точно таким же способом, как я вам показывал. И уже нарисовал вот такую картину. А вот из этой фотографии, также обработав, я сделал вот такую вот картинку любопытную. Что-то получилось, вот такие вот цветы. То есть мне нужна была только идея, толчок. Этот эскиз мне понадобился буквально на первом этапе, на моменте, когда я набрасывал краску. Дальше я его убираю, и картина рисуется дальше сама она ведет
ведет за собой, как бы она просит сама, что ей нужно, что не нужно, вы сами должны чувствовать свою живопись. Так, вот что можно с портретом сделать. Вот открываем красивую девушку и также загоняем ее в нашу программу. Ищем какой-нибудь подходящий фон. Такой вот каменной стены, по-моему. Меняем слои, верхний ставим сверху портрет. Да, выделяем глаза. Вот мы сейчас собираемся менять цвет темный, делать его прозрачным. Но чтобы и глаза не исчезли, их нужно выделить, инверсировать, чтобы работа происходила дальше не с выделенными глазами, а с наружным слоем. И выбираем инструмент замена цвета также. Выбираем пример, вот этот темный цвет, который нам не нужен. И уже меняем, да, играемся с порогом, с величиной вот этого черного цвета и делаем прозрачным цвет. Цвет также делаем, меняемый цвет делаем, можно выбрать другой оттенок. Вот сейчас какой-то желто-зеленый у нас получается. Делаем прозрачный практически. Вот через него у нас виден задний фон, задний слой. Вот так это пока выглядит, смотрим, устраивает нас, не устраивает. Вот такой интересный результат. Это уже, кстати, под графику вполне готовое решение. Вот можно температурой поиграться, прозрачность какую-то посмотреть, насыщенность. Достаточно интересное решение. Так, объединяем слои. Да, можно глянуть под живопись, как это годится, не годится. Вот можно размер мазочков как бы уменьшить, его величину 10 пикселей выбрать, посмотреть, что это будет. С температурой поиграться также. Насыщенность цвета можно убрать, можно добавить. Поискать, посмотреть и сохранить. В идеале фотография должна стать лишь опорой, с помощью которой способно появиться самостоятельное художественное произведение. И вообще на каком-то этапе работы, лучше раннем, очень желательно убирать фотографию, работать непосредственно с картиной, уже чувствуя, подключив вообще свою фантазию и чувствуя то, что просит от нас сама картина. Фотографией пользовались в своей работе многие великие художники: Климт, Пикассо, Сезанн, Гоген, Дега, Альфред Мух, Ван Гог и вообще многие другие, создавая произведения искусства, беря от фотографии лишь образ. Ну, на этом все. Подписывайтесь. Впереди будет еще несколько интересных видео. Удачи!